Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся самой актуальной информацией на 29 января 2022 года. Забегая наперед, хотим сказать о том, что в этот день нужно обязательно соблюдать определенные правила, потому что есть шанс попасть под лавину негатива на долгое время. Поэтому для того, чтобы у вас не было проблем, для того, чтобы не привести себя к настоящему краху надежд на год вперед, следует выполнять сегодня особые практики. Поэтому 29 января говорите одну фразу целый день. Таким образом, вы защититесь и от негатива, от проблем, неприятностей, которые могли бы прийти сегодня в вашу жизнь. Более подробно далее в этом видео. Итак, друзья, 29 января нас с вами ждет день Петров день, или называют еще в народе его Петр Полукорм. И сегодня церковному календарю вспоминают Петра, ученика Иисуса Христа. Вы знаете, когда апостолу Петру исполнилось 42 года, за свои наставления он был закован в цепи, из которых его освободил Господь. После их нашли христиане. И в православном календаре именно этот день, 29 января, получил название поклонения веригам апостола Петра. Или по-другому это называется День поклонения цепям Петра. В народе сегодня отмечали День Петра или День Полукорма, так как к этому времени половина корма, которое было запасено для животных, уже было съедено. Поэтому в день 29 января было запрещено ткать, работать с острыми и режущими предметами, поскольку даже у крестьян было такое суеверие, что в этот день можно серьезно пораниться. И обычно 29 января наши предки обследовали корма для скотины и припасы в амбарах. И даже если оставалось больше, чем надо, они даже радовались этому. И это была даже для них добрая примета, которая говорила о том, что будет достаток и хороший урожай. Если же припасов оставалась половина, а хуже, если меньше, то в таком случае они начинали беречь, давая животным меньшим, да и сами экономили на еде. Также День Петра еще и считался волчьим днем, поэтому сегодня с опаской относились к найденному волчьему зубу. Существовало поверье, что этот день может принести беду. Кстати, предметы, хотя бы немного напоминающие зубы волка, 29 января тоже в руки не брали. По этой причине сегодня не расчесывались и ничего ни в коем случае не резали ножницами. Даже в этот день, 29 января, был обычай замыкать очаг, для того, чтобы защитить домашнюю скотину от волчьих нападений. Для этого вешали на двери цепи, а к ним крепили камни или ключи в количестве животных в хозяйстве. И наши предки считали, что именно 29 января Петр покровительствует скоту, поэтому было принято брать его икону и обходить с ней вокруг коровника, птичников, сараев, трижды осеняя крестным знамением обязательно и двери, и окна. Потом икону оставляли в хлеву до следующего дня. Считалось, что после такого ритуала скотина не будет болеть и никто на нее не сможет навести порчу. Да и хищники не посмеют ее украсть. Также апостол Петр при жизни исцелял своими проповедями от различных болезней, поэтому в его день, 29 января, проводили различные обряды, ритуалы, обращаясь к святому с просьбой излечить от болезней. Рожденные в этот день могут всего добиваться. Из них получаются хорошие агрономы и земледельцы. Они не терпят ложь, умеют наживать богатство, и их камень агат. Не все знают, что нельзя было делать 29 января, в Петров день, который еще называют Петр Полукорм.
И согласно народной примете, сегодня нужно проверять обязательно, сколько осталось до весны кормов для домашних животных. Однако говорить об этом кому-либо было нельзя, иначе и то, что есть, может пропасть, либо сгорит во время пожара, либо украдут, или еще какая-то может приключиться беда. 29 января нельзя было оставлять погреб пустым и холодильник. В противном случае остаток зимы проведете в голоде. Поэтому хозяйка должна была сходить в магазин и обязательно пополнить запасы круп, муки и других продуктов, без которых не приготовить сытный обед. Ни в коем случае было нельзя чтобы были грязными полки кладовой, холодильника и других мест для хранения продовольствия. По народным поверьям, домовой мог разозлиться и раздать все припасенное вами нечистой силе. Также 29 января нельзя было допускать, чтобы в холодильнике были только овощи и фрукты. Обязательно должны быть припасены и мясные продукты, и рыба, и яйца. И тогда считалось у наших предков, что год будет удачным и в семье будет хороший достаток. Также в этот день обязательно почистите кладовку, погреб, холодильник, то есть все те места, где у вас хранятся продукты. Нельзя оставлять их грязными. Во-первых, за такое отношение может разозлиться домовой. Во-вторых, таким отношением к продуктам можно навлечь на себя неудачи в работе и заработках. Нельзя в этот день и выкидывать в мусор найденное зерно или крупу. Находку надо было поднять, загадать желание и молча, чтобы оно с языка не сорвалось и не улетело, измельчить. После кинуть надо было вот это уже измельченное зернышко через левое плечо во двор. Если же так не сделать, то не исполнится не только задуманное желание, но и могут рухнуть планы на будущее. Нельзя сегодня и рассказывать неприятные сновидения. Они могут исполниться. Поэтому, если вам приснилось что-то нехорошее, надо, вставая с кровати, сказать следующие слова. Куда ночь, туда и сон. Скажите 3 раза и ни в коем случае до 12 часов дня не думайте. Также сегодня не стоит брать в руки ножницы, пилы, ножи и другое, что напоминает зубы волка. Тот, кто ослушается этого запрета, могут волки загрызть. Также сегодня нельзя подглядывать и подслушивать. Любые сведения, знания, слухи, которые были приобретены тайно, окажутся вредными для вас. Кроме того, такое поведение в итоге может привести к глухоте или слепоте. Вы знаете, этот день в народе считался подходящим для принятия ответственных решений. Повышенная мыслительная деятельность, увеличенная способность концентрации на сути проблемы и высокий уровень самокритичности позволяют увидеть и выделить действительно значимые вещи. И вы знаете, народные приметы на 29 января помогут определить, какая же будет погода наблюдаться на протяжении предстоящего лета. В былые времена, когда никто не сомневался в достоверности и справедливости своего рода синоптической догмы о взаимосвязи погоды в разные времена года, существовало поверье, которое говорило нам о том, что сильный мороз, который мы с вами наблюдаем в 29 января, предвещает, что предстоящее лето будет очень жарким. И, кроме того, еще несколько столетий назад считалось, что сугробы в этот день могут сигнализировать о снежном и морозном феврале. И если 29 января на закате имеет место очень красное солнце, то ближайшие дни будут морозными и ясными. Также, как мы вам сказали в начале видео, сегодня все-таки день достаточно немножко сложный, тяжелый, поэтому вы должны сами себе помочь для того, чтобы находиться в потоке изобилия и достатка и не притягивать всевозможные проблемы. Поэтому именно сегодня, в любое время, скажите одну фразу, которая поможет вам пройти этот день легко и без проблем. Слова следующие.
Господи, дай мне силу, чтобы принимать то, что я не могу изменить, мужество изменять то, что могу, и мудрость всегда отличать одно от другого. Можете эти слова говорить несколько раз сегодня в день, и это вам поможет. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 29 января 2022 года. По лунному календарю у нас сегодня с вами 26 и 27 лунный день. Убывающая луна в знаке зодиака Козерог. Обращаем ваше внимание, это один из самых критических и опасных дней, когда в воздухе витает атмосфера конфликтов. Люди напрасно сегодня суетятся, тратят много энергии на болтовню и сплетни. Именно в этот день человек может перерасходовать свое время, энергию и силы. И перерасход энергии будет просто колоссальным. Даже те, кто умело управляются с энергетическими потоками, почувствуют, что они не в силах управлять ими сегодня. Поэтому самое правильное направление в этот день – пассивность, спокойствие и созерцание. Постарайтесь оградить сегодня себя от всяческой инициативы, агрессии и активности. Ни к чему хорошему такие движения сегодня не приведут. Поэтому сегодняшний день нужно провести в работе над собой, размышлениях и духовных практиках. Конечно же, эмоциональный фон этого дня оставляет желать лучшего. Не только вы, но и все окружающие будут подавлены, внутренне напряжены и раздражены. В результате могут вспыхивать конфликты, ссоры, даже непонимание. А чтобы избежать этого, нужно уметь контролировать свои эмоции, а еще лучше уединиться, чтобы вас никто не мог спровоцировать на негативный всплеск эмоций, который в результате опустошит до дна души. Также сегодня многие люди получат бонус, если хорошо проработали в течение предыдущих дней. Поэтому обязательно сегодня, 29 января, прислушайтесь к советам друзей. Не отвергайте их предложения, избегайте шопинга. Деньги сегодня лучше экономить. Есть опасность растратить их впустую или, как вариант, даже потерять. Что же касательно стрижки в этот день, то изменения прически не принесут вам радости, а только отнимут силы и здоровье. Поэтому откажитесь от похода в салон красоты в этот день. Старайтесь сегодня больше отдыхать. Остальные процедуры будут благоприятны, но все же следует использовать средства натурального происхождения. Эффект будет приятным, и волосы получат достаточно питательных веществ и витаминов. Сегодня лучше все процедуры доверить мастеру, для того, чтобы сохранить больше живой энергии в своем теле. К концу месяца организм значительно ослабевает, поэтому все действия должны быть направлены на сохранение или наоборот на увеличение энергии. Стрижки и сложные прически привлекут сегодня болезни и даже, возможно, депрессивное состояние. Что же касательно окраски волос, то окраска натуральными красителями, натуральные оттенки повысит вашу общительность. Волосы лучше всего начесать и взбить для привлечения природной энергии. Хотим сегодня вам дать совет касательно тех, кто за рулем. Будьте особенно внимательными на дорогах. Берегите свою машину и не оставляйте ее без надежного присмотра. А вот больному может понадобиться сегодня срочная помощь. Окажите ее без промедления. День неблагоприятен для путешественника. Помимо межличностных конфликтов, в этот день повышенная вероятность воровства и ограблений. Поэтому, пожалуйста, сегодня будьте внимательны и осторожны для того, чтобы не было всевозможных проблем и неприятностей в вашей жизни.